Всем привет, с вами Ануар, и вы на канале Куратив CG Компьютерная графика. В этом видео вы узнаете, как создать стилизованные волосы в программе Cinema 4D. Не будем терять время, начнем. Открою программу Cinema 4D, и у меня уже имеется болванка головы. Для волос создам куб. Сделаю примерную длину волоса. Добавлю сегментов. Удалю ненужные полигоны в этих местах. Заранее добавлю меню волос. Создам первый волос с помощью этого инструмента. Заменю здесь число, чтобы создавался только один волос. Создам там, где находится примерно макушка. Теперь добавим на этот волос наш куб. Выберу экземпляр и переместим в окошко объекта созданный куб. Выберу здесь ось по Z. Давайте изменим толщину волоса. Это делается в материале во вкладке толщина. Выбираем подходящую толщину. В любой момент можно все изменить. Также сделаем его немного длиннее. С помощью нажатия Ctrl на кривой можно добавить толщину посередине. Уменьшу конец и корень. Получилось ухо зайца. Здесь можно установить на единицу, но это не обязательно. Делаю больше сегментов. Выберу щетку, чтобы перемещать волос. Добавлю тег на голову, чтобы сработало столкновение. Теперь перемещаем волос. Также можно перемещать волос по точкам или по направляющим. Делаем так с каждым волосом. Здесь уже можно выбрать примерную длину волоса. Выделяем модель и создаем новый отдельный hair. Заменю материал на предыдущий созданный. Ось заменю на Z. С помощью щетки перемещаем. И продолжаем в том же духе.
Для задних волос толщину конца сделаю больше. Если вдруг волос нормально наложился, то можно поменять их направление. Здесь поменять на объект и перетащить модель головы. После того, как закончили моделировать, основной куб помещаем в Subdivision Surface. Уменьшу у него разбивку, сконвертирую. Выделю все hairs и добавлю в них куб. Немного увеличу высоту куба. С помощью кистей скульптинга можно отредактировать волосы. Добавлю на волосы материал. Выделю его и сделаю экспо для Rhizome UV. Открою Rhizome UV и добавлю модель. С помощью двойного нажатия на мышку выделяем целый путь граней. Нажимаем на разрез, Unfold и оптимизация. Выделю всю область и нажму сюда, чтобы он выровнялся как прямоугольник. Нажму на Pack, чтобы он упаковался в квадрат. Сделать так с каждым волосом. Так как кубы все одинаковые, их топология, то их можно объединить в один прямоугольник. Для этого выделим один из готовых волос и нажимаем на стек. Они объединились в один прямоугольник. Продолжаем. Объединим последний волос. Теперь нам осталось соединить модель волос с персонажем и добавить на них ID материал, чтобы Substance Painter отделял модели. Перехожу в Cinema 4D, импортирую волосы с разверткой, создаю два материала, один для волос, а другой для персонажа. Делаю их экспорт. Открываю Substance Painter и создаю проект. Продолжение найдете в другом видео. Ссылка по подсказке или в описании. Спасибо, что смотрели этот ролик. Всех с наступающим Новым годом. Желаю всем добра, удачи и любви. До новых видео. Всем пока.